Всем привет! Вы смотрите канал Зомби Апокалипсис. В сегодняшнем выпуске мы выясним, как проходил бы зомби апокалипсис в России. Для начала давайте рассмотрим краткую справку о России. Данное видео носит абстрактный характер, и мы лишь можем располагать цифрами и знаниями из общих источников. Итак, представьте, некие злодеи хотят распылить вирус. Чтобы вирус быстрее распространился, скорее всего, зоной поражения будет выбран крупный город, такой как Москва, 12 миллионов населения. Вирус быстрее бы распространился в людных местах, центр города, различные популярные мероприятия, но лучшим вариантом было бы метро. Московский метрополитен в мире 5-й по интенсивности использования. Общее среднесуточное количество пассажиров в метро составляет около 7 миллионов человек. В таком плотном потоке вирус распространился бы очень быстро, начнется давка и паника, люди будут в ловушке, и метро станет самым опасным местом в городе. Тем не менее, многие смогут все-таки выбраться, но большинство людей будет инфицировано. Покусанные люди начнут заражать всех вокруг, количество зомби и распространение вируса будет расти по экспоненте вверх. Ввиду того, что в России не так сильно верят в возможность зомби-апокалипсиса, как за рубежом, то не существует конкретных инструкций в случае зомби-апокалипсиса. Когда все начнет выходить из-под контроля, будет уже поздно оцеплять конкретные участки. Власти будут вынуждены оцепить весь город и организовать карантин. Начнется массовая эвакуация, в которой всех инфицированных отсеять не смогут, ввиду отсутствия специальных знаний. Мы не знаем, сколько будет длиться фаза превращения в зомби, насколько быстрыми они будут и так далее. Мы можем лишь предполагать. Рассмотрим самый хардкорный вариант, что зомби бегают очень быстро. Мы знаем, что из-за густонаселенности города вирус очень быстро распространится. Теперь вернемся к ситуации в городе. Кругом хаос и паника. Кто-то из тех, кто смотрел фильм ужасов про зомби, побегут в магазины за припасами и оружием. Поскольку Москва является столицей, то в городе большое количество сотрудников правоохранительных органов, около 70 тысяч. Будут задействованы все службы, и они смогут оказать существенный отпор ордам зомби. Но ввиду отсутствия конкретного плана действий, как я и говорил выше, вирус скорее всего поглотит город. Чиновники, руководители государственного аппарата и другие важные персоны укроются в бункерах и убежищах, а простые граждане забаррикадируются у себя в квартирах. На самом деле это хороший вариант, поскольку в большинстве люди живут в многоэтажных домах, в квартирах за железной дверью, которую очень тяжело вынести, и к тому же к дверям квартиры есть еще одни двери, которые выходят к лестничной клетке, и двери подъезда. Согласитесь, даже для толпы зомби это непростая задача, поэтому наши дома вполне сгодятся для убежища. В дальнейшем останется только два варианта: войти с армией в город и зачистить его, рискуя подвергнуть заражению солдат. Город большой, зачистка солдатами не гарантирует полное уничтожение вируса. К тому же мы говорили, что инфицированные уже могли покинуть город и распространить вирус за его пределами. И второй, менее предпочтительный вариант – это взорвать город. В итоге будет задействована армия и техника, и вирус в конце концов будет побежден. Ввиду того, что население России распределено неравномерно, поскольку большинство населения проживает в западной части России, то вирус будет распространяться не так быстро, как хотели бы наши злодеи. Вооруженные силы смогут быстро принимать меры по уничтожению орд зомби, пока те будут перемещаться по огромной территории в поисках выживших. Также не стоит забывать и о местном менталитете. Желание бороться и сражаться за жизнь никуда не пропало за столетия, поэтому как только люди поймут, как убивать зомби, они скооперируются и начнут давать отпор. К тому же, у всех дома найдется что-нибудь, что может годиться в качестве оружия. У жителей деревень есть оружие для охоты, вилы, топоры и так далее, они точно не пропадут. В конечном счете я с 80% вероятностью поставил бы на то, что вирус в России победят. Конечно же, большое количество полицейских и солдат также дадут бой зомби. Все это не обойдется без жертв, полагаю, что 1/3, может даже половина населения России точно будут убиты. Таким образом, Россия справится с зомби-апокалипсисом. Какую еще страну для зомби-апокалипсиса вы бы хотели рассмотреть? Пишем в комментариях.
На этом наш выпуск подходит к концу. Если вам понравилось видео и вы хотите скорее увидеть следующий выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. До новых встреч, друзья!